яйца, которые мне для инкубатора. Через несколько дней они стали оттуда требовать воду. Не могу я на это смотреть. Потеряли яйцо. Фавероль имеет 5 пальцев на лапах. Выпустила их погулять, приехала немножко убирать огород, готовить под посадки. Может быть, после этого начнут нестись. А у меня подготовка огорода к летнему сезону. Хороший день солнечный сегодня. 1 марта. Все это обрезка сада. Но это обрезка прошлого года. В этом году обрезала только пару деревьев. Еще предстоит обрезка. А это все сухое с прошлого года. Наконец-то дошли руки это спалить. И это очень хорошее удобрение. Я заметила там, где была у меня куча с костром, картошка была на этом месте огромная. Вот так вот на свободе сразу же идет процесс. Видите? Как только выпустила на свободный выгул, конечно, это очень хорошо. Очень хорошо. Значит, индюшка занесется. Знакомые места. Летом гуляли, пришли на свое место. На свою любимую полянку. Ходят за забором, ходят, знают, где жили летом. И просятся в этот вольер. В 3-й вольер просятся. Так, ну что, этих старых кур я выпущу, соединю с молодыми в 1-м вольере. Вот так открываю калитку. Открываю калитку и пусть идут в 1-й вольер. Все, старые куры все вышли. И теперь я эту калитку закрою. Нет, выходи. Шелкового петушка с помесью с мараном убираем отсюда, потому что понятно, что этот петух его будет бить. Все, здесь я отсек закрыла. И сейчас открою вот эту часть, которую я всегда летом открывала. Видите, индюки стоят, ждут. Теперь теплица, где сидели индюки, можно готовить к перекопке. И посадки редиски, укропа. Вот это все нужно отмыть. Всю вот эту зелень, вот эту всю грязь. Конечно, птица, которая сидит зимой в теплице, она очень-очень грязнит ее.
но она очень выручает. Мне очень нравится содержание птицы в теплице, но нужно уже садить, делать посадки. Вот так вот. Грязная вся. Вот это все нужно мыть полностью. Снимать вот эти все веревочки, все с прошлого года. Это все может нести в себе инфекции с прошлого года. Вот это все нужно снять, помыть все стены и садить, вернее, сеять раннюю редисочку. Наконец-то я привезла уже сюда кормовую ракушку. Вот такая вот. И сейчас буду добавлять. Некоторые уже пытались сами вскрыть пакет. Идите, смотрите, что это. Вот, вот как хочу. Вот как хочется. Ну, кушай, кушай, я сейчас насыплю в кормушку. Видите? Вот такая ценность кормовой ракушки. Ну, давайте я вам всем насыплю. Вот так. Очень часто сейчас насыпаю, потому что сейчас мне надо и на инкубацию крепкая скорлупа, и для формирования яйца. Ну и для того, чтобы усвоился вот этот корм, зерносмесь, тоже нужна кормовая ракушка. Она служит нам перетиранием этого зерна. С пакета вкуснее. Понятно? Вот так. В пакете вкуснее. Приехала я практически почти на следующий день после своего приезда. Для того, чтобы максимально собрать яйца на инкубатор и передать их. Я вам говорила, что я еще раз приеду. И сейчас буду собирать уже яйца, сколько есть, сколько будет. Будет немножко, но ничего. Все это будут цыплята. Мадам легла и просит. Я мешаю, но я могу уйти. Все, я ухожу. Если я мешаю, я пошла. Пока. На новом месте обновляем все. Все, индюки уже в 3-м вольере. Это сделать было очень легко и просто, потому что они
очень с хорошей оказалась памятью, потому что они сюда прекрасно сами зашли через открытую вот эту решетку. Молодцы. И уже даже обновили. Так, и индюшку одну убрали, потому что кушать что-то надо. Поэтому одна индюшка уже у нас будет на ужин. Ждать всех, пока они занесутся, это тоже, конечно, не дело. Но если хотя бы 2 индюшки из них занесутся, и какая-то из них сядет на яйцо, то будет хорошо. И, кстати, индюшку мы убрали, а яйца там маленькие, где-то месяц, это точно еще ждать яиц. Ну, не знаю, может быть, она такая попалась, но яйца она не скоро бы начала нести. Поэтому очень удачно выбрали эту индюшку. Это мы убрали индюшку, которая у нас вывелась прямо в нашем инкубаторе. Потому что некоторых индюшек мы покупали уже готовыми, маленькими, суточными, а некоторых в инкубаторе выводили. Так, слазь. Не могу я на это смотреть. Давай, давай. Будешь это делать, когда я уеду. Не могу я на это смотреть. Маленькая индюшка. Ой, как мне это выдержать, эти игры? Бедненькая. Ну, может быть, занесется скорее. Убегай от него. Ну и сегодня убрали, значит, получается, индюшку, шелкового мешаного петушка, потому что ему бы был бы тут. И убрали ливенского ситцевого. Если я захочу цыплят ливенских ситцевых, я просто куплю инкубационное яйцо. Потому что отсаживать мне специально ливенского с курочками просто нет места. Потому что отсадить ливенского ситцевого с курочками у меня просто нет на это места. И теперь у меня старые куры. Старые куры у меня теперь вместе с молодыми в первом вольере. А я пришла собрать быстро яйца и буду уже ехать. Так, этим полотенцем я переделю яйца, которые мне для инкубатора. А это яйца, которые еще петушок шелковый с мараном помесный здесь сидел. Такие яйца я не инкубирую. Вот теперь, когда уже этого петушка нет, здесь будет сидеть обычный мой чубатый петух. И вот пройдет где-то приблизительно недели 2-3, и уже можно отсюда будет собирать яйца на инкубацию
И они будут уже с чубатым петухом. Здесь все. Здесь у нас 4 яйца. Так, горячие. Здесь все. На гнездах не убирала. Все собираю так, потому что нет времени на это. И здесь. Уже когда я приеду через несколько дней, как обычно, тогда уже буду убирать перед сбором яиц. А пока вот так. Это получается яйца практически. Вот я только здесь была. А приехала я за яйцами, которые в центральном вольере чисто чубатых кур. И вот смотрите, как быстро они засоряют гнезда. Это кошмар. Посмотрите. И, конечно, на этом мусоре задержатся яйца. И, конечно же, эти яйца уже можно будет достать через вот такую дырку в гнезде. Оно будет, яйцо, лежать прямо напротив дырки на этой подстилке. Естественно, курица может спокойно клюнуть и повредить яйцо. Конечно, она его полностью съесть не сможет. Оно сразу покатится, даже несмотря на то, что оно лежит на мусоре. Оно покатится. Но здесь более тщательно надо убрать. Все, я собираю яйца, а потом уже буду убирать. В этом вольере все без изменений. Никого сюда не добавляла и никого отсюда не убирала. Уже успела чистую воду принести, поменяла. Несмотря на то, что я здесь была вот только недавно. Все равно воду я меняю. Вода – это наше чистое яйцо. Вот. И практически ради этих кур я приезжала, чтобы здесь максимально забрать яиц. Но яиц здесь немного. Так, переделяю полотенцем. Вот так. И забираю яйца. Здесь у нас... Кстати, вот такого яйца, вот такое яйцо я не видела почему-то здесь. Какая-то из тех молодых, что мы переселили, наверное, начала нестись. Ну, вот это яйцо точно нельзя на инкубацию. Смотрите, какое оно. Оно, во-первых, и огромное, и, во-вторых, вот такое оно какой-то неправильной формы. Ну, вот так вот. Значит, не поедет это яйцо. Все. Ну и здесь нету ничего. Не успели сюда куры снести еще. Гнезда не убирала, поэтому не смотрите. Все это уберется. Смотрю, может быть, задержалось где-то яйцо в самом гнезде, но ничего не вижу. Все. Очень мало, конечно. Но еще фаверолей. Фаверолей я тоже хочу передать яйца. В третьем вольере уже сидят индюки, как вы поняли. Но здесь сидели старые куры. Сейчас посмотрим, что тут. Что, обижает тебя индюк? Обижает? Так, дайте мне пройти. Здесь я тоже кормовую ракушку насыпала им, потому что индюкам это нужно. Просто очень сильно нужно. Принесла сюда еще кормушку. Это их из теплицы. Пока она здесь постоит, хотя она здесь и не нужна. Здесь есть кормушка. Но пока будет здесь, я ее планирую в домик поставить. А пока домик я не запустила, пока домики я еще не мыла, не убирала. Туда я буду переселять шелковых курочек. Вот в этот домик я буду переселять шелковых курочек, но сначала нужно его привести в порядок. Внутри я планирую обработать известью его полностью и планирую его провести ему дезинфекцию. Все, как я это буду делать, обязательно вам покажу.
Но так как здесь у меня старые курочки сидели, и тут нужно забрать тоже яйца. Ого, а что это такое? А что-то тут мокро. Ой, все, потеряли яйцо. Смотрите, что произошло. Я догадываюсь, яйцо, скорее всего, не скатилось. Оно вот такое крупное. Возможно, задержалось на соломе. И уже курица, когда его клюнула, оно покатилось. И, естественно, оказалось в яйцесборнике, но уже непригодное к пище. В пищу. Видите, все повреждено. Я такие яйца отдаю собаке. Котам я такие яйца не даю, потому что я когда-то таким образом приучила котов есть яйца, и они теперь сами ходят в курятник и берут яйца сами. Поэтому не советую вам разбитые яйца давать котам. И теперь куда мне его деть? Кто-то мне написал брать с собой кулечек. Вот, наверное, нужно это уже делать. Положить его в ведро, запачкаю чистые яйца. Так, пока что я здесь его положу. Заберу хорошее яйцо. Ой, это же у нас старых кур. Это под салфетку. Вот сюда. И знаете что? Чтобы мне сейчас не бегать за кульком, за пакетиком, я его вот здесь с краешку сейчас примощу. Конечно, потом буду себя ругать за вот эту лень. Но мне нет времени. Потом буду себя ругать за это. Все. И вот здесь нужно обязательно убрать, потому что здесь курочка марана. И она обязательно туда пойдет, снесет яйцо. Все, быстренько бегу с ведром в теплицу. И соберу там яйца. И все, буду ехать домой. Ведро с водой поставила прямо возле чашечных поилок, потому что индюшки сразу первым делом подошли и начали стучать по чашечным поилкам. Они стали оттуда требовать воду, потому что они привыкли оттуда ее пить. Но пока что я не могу присоединить сюда бак с водой, потому что у нас еще обещают -5 мороз. А при морозе, конечно, замерзнет эта чашечная поилка и поломается. Поэтому пусть пока потерпят, пока будут пить из ведра. Поэтому я его поставила возле чашечных поилок, чтобы они мне их не сломали клювами. Они подходят и требуют воду из чашки. Так они все лето здесь, когда жили, они здесь ее пили только вот с чашечных поилок. Все, я иду за яйцами в теплицу. Если честно, то я приезжала, максимально хотела вот эти яйца. Вот мне очень нравятся фавероли. И я максимально хотела вот именно яйца этих кур передать на инкубатор. Можно сказать, что я фактически ради них приехала. Фавероль. Поэтому
Буду сейчас, конечно, смотреть. Может, что-то и снесли, успели они. Времени было мало. Ура, есть! Ура! Вот, я очень хотела передать еще фавероли. Я отложу их отдельно, потому что хочу подписать их. Так, а ну-ка, что-то еще есть? Все. Все, это все 2 яйца, больше нету. У шелковой квочки все хорошо. Помет есть, вставала, греблась и даже делала себе песочные ванны. Вот хорошо видно. Яйца я смотрела, все 14. 3 яйца должны вылупиться через день. И опять мне нужно будет сюда ехать раньше, для того, чтобы эти 3 цыпленка, если они, конечно, вылупятся и все будет хорошо, посадить в брудер. А 11 яиц, которые я купила, нужно будет еще досиживать ей. Еще 7 дней она будет сидеть на них после того, как вылупятся еще 3 цыпленка, если, конечно, вылупятся. Все. Забираю тут еще что-то. Что у нас тут? Так, а у нас тут 2 яйца. И смотрите, яйцо в желтке. И вот это свежее. Яйцо в желтке, значит... Так, ложу их под полотенце, потому что помесь шелковой мне не надо. Мне нужны чисто породные шелковые курочки. И здесь, смотрите, все мокрое, все в желтке. Шелковые яйца они давят и съедают. Все. Гнездо, все мокрое, все в желтке. Нужно застелить вот так вот сухим. Все. Все понятно. Значит, нужно пересаживать вот эту курочку, нужно пересаживать ко всем курочкам в основной вольер. Все, яйца собрала. Эти яйца, которые снизу там под салфеткой, это будем кушать. А вот эти поедут на инкубацию уже завтра с вот этими. И те, которые я собирала день назад, эти поедут в инкубатор. Поменяла воду обязательно. Не могу я так уехать и не поменяв воду. Хотя у них вода была, но я всегда стараюсь поставить чистую. И точно так же у шелковых. Тоже стараюсь поставить воду. И обратите внимание, оставляю открытую форточку в теплице, потому что днем, когда солнце, здесь очень жарко. Вот когда была вода
не свежая, никто ее не пил. Как только приношу свежую воду, птица сразу начинает пить. Пять пальцев, все как положено. Фавероль имеет 5 пальцев на лапах. Не переживайте, здесь на форточке сетка. Конечно же, потому что у меня здесь сидит квочка на яйцах. Это очень важно. Все продумать до мелочей. Потому что через открытую форточку, конечно же, могут сюда добраться и коты, и кто угодно. Но зато у них будет теперь свежий воздух. И можете представить себе, что я практически недавно здесь была. И я, конечно, не снимала, но 2 яйца здесь Маруся съела. И я предполагаю, что она ест яйца и находясь внутри курятника. Это не все съеденные ею яйца, которые она выносит. Кое-что она съедает и в курятнике. Вот она. Я вам не снимала. Эти яйца я забрала. Ну вот они. Я еще не успела их отнести. Это я нашла, как обычно. Вот как хотят. Но я не даю, потому что если курица снесет случайно яйцо под гнезда мои, то, конечно же, они его сразу съедят. Поэтому не приучаю. Но если высушить эту скорлупу яйца и мелко измельчить, так, чтобы курица не понимала, что это именно яйцо, то в таком виде, конечно, можно курочкам давать скорлупу яйца. Ну все. Все я сделала, я уезжаю и приеду принимать цыплят под квочкой.